Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Очередной агрогороскоп с 13 по 15 июля 2021 года. Время растущей луны в знаке Дева, время московское. Специально делаю заранее, по вашей просьбе, есть несколько таких важных вопросов, на которые мы сегодня ответим. Итак, начинается время Девы в растущей луне 13 июля с 11 часов 31 минуты. Ну, естественно, будет находиться Луна здесь до конца суток. 14 июля все 24 часа, а вот 15 здесь снова же у нас время очень интересно будет расположено, разделено. Смотрите, 15 с 0 часов до 17 часов 32 минут Луна в Деве. Но, казалось бы, работай весь день и делай то, что нужно. Но Луна без курса начинается в 9 часов 47 минут и будет находиться в спячке до 17 часов 32 минут до момента перехода Луны в знак Весы. Поэтому все работы, связанные с посевами и посадками, будем проводить только до 9 часов утра. Посев и посадка ни в коем случае не делается при Луне без курса. Очень печальные последствия я проверяла, а теперь и получаю от вас обратную связь. У вас такие же результаты. Ну, давайте рассмотрим, что можно сеять, что можно высаживать. Так как Дева – это красавица наша, это знак стихии Земли. Казалось бы, тоже в стихии Земли Козерог, Телец, можно было бы все сеять и высаживать, но Дева покровительствует цветам. Она обожает цветы и некоторые виды работы. Но из овощных растений вот у нее есть вот такая любовь, исключение. Из овощных она любит огурцы и укроп. И я, кстати, это проверила. И сейчас вот высаживаю, высеваю. И в этом знаке, если там у меня получается, если есть необходимость, я использую Деву. Вот собираюсь тоже посеять укроп в Деве. Очень хороший получается. Поэтому что можно посеять в эти дни? Дни Девы при растущей луне. Из овощных огурцы и укроп, а также сеем газонные травы. И, естественно, цветы, сеются цветы, двулетники, многолетники на рассаду. Очень хорошее время. И это можно будет делать 13, 14. А вот 15 мы уже посевы не проводим. Только до 9 часов. После 9 часов посевы этих семян не проводим. Только утречком ранним. Ну, естественно, вопрос стоит рассада. Когда же ее можно высаживать? И какую рассаду можно высаживать? Естественно, цветочную рассаду можно высаживать и рассаду огурцов. И здесь тоже вот 14 июля, а вот здесь только до 9 часов утра снова же высаживается рассада. Казалось бы, промежуточный такой этап, агроприем, но все равно очень важное значение имеет хороший продуктивный период. А Луна без курса – это непродуктивный период. Рассмотрели мы уже посевы и посадки рассады. И теперь сразу же такую рубрику новую, которую мы ввели, комнатные цветы. Потому что Дева – любитель цветов. И для нее эти растения на первом месте. Что можно делать с комнатными цветами? Нарезать череночки на укоренение. Делать пересадку, перевалку ваших комнатных растений, поливы, подкормки, так как жарко, подкормки наполовину от предлагаемой производителем дозы, а также обработки против вредителей и болезней, так как это комнатные цветы, естественно, биопрепараты используем. И вот эти агроприемы, поливы и подкормки проводим только до 15 часов. Далее знак Весы, поэтому будьте внимательны. Там нельзя проводить поливы, а если нет поливов, то, естественно, и обработки, подкормочки нельзя проводить. Ну, по комнатным цветам, я надеюсь, ответила. Все, что нужно, делайте.
А вот зеленые операции не проводим ни в саду, ни с растениями овощными, цветочными. Мне часто пишут, что это за такое распределение в деве. Черенки можно нарезать, а зеленые операции нельзя. Но вот такое у нее отношение и избирательность. Есть исключение из правил. И вот это исключение из правил для девы очень важно. Она хорошо укореняет, вернее, при луне в знаке девы очень хорошо укореняются череночки. И растения, вот именно одревесневшие вот эти частички молоденькие, розы, какие-то лианы, декоративные растения, вот это все очень хорошо укореняется. Но ничего другого, кроме череночков, не нарезаем на растении. Не надо это делать. Это плохо завершается для растения. А там, где черенок, это как размножение. Видимо, дева вот это все дело покровительствует над этим делом. Итак, зеленые операции не проводим на цветочных, на овощных растениях и в саду, и 13 и 14. Ну, вот уже 15 можно будет проводить после 17 часов 32 минут, а лучше после 18 часов на овощных и цветочных растениях. В саду будем уже растущая луна, эти процессы все останавливать, потому что идет очень интенсивный сокоток и можем занести инфекцию. Будьте внимательны. В этом году я уже наблюдала несколько таких случаев, когда растения именно в деве, садовые растения были обрезаны, очень интенсивно обрезаны, и потом заболели, и сейчас они практически уже больные, и навряд ли они выживут. Вот это такая важная подсказка. Поехали дальше. Заготовки на зиму и сбор урожая для хранения. Пишу нет и нет, и это можно. 13-го нет, потому что проверила уже многократно, что не делаю в деве, всегда качество консервации, заготовок с помощью охлаждения, то есть заморозка, сушка, некачественная получается. Вначале как будто бы и красиво, и хорошо, а затем плохое хранение. Естественно, не собираем урожай на хранение. В это время собираем только для того, чтобы съесть в свежем виде. И это мы делаем 13 и 14, а вот уже 15 после 18 часов, пожалуйста, можно собирать уже на зиму какие-то заготовки, перерабатывать, собирать урожай ягод, овощей и консервировать после 18 часов. Это да, это приветствуется. Ведь это далее знак весы, а это стихия воздуха. И хорошо хранятся наши овощи, которые мы, ну и травы, если нужно, все в весах. Ну, давайте мы о весах будем позже говорить. Но, по крайней мере, вы уже знаете себе, как спланировать, когда и что сделать по этим числам. Далее, в сад, садовые растения. Еще раз напоминаю, черенки для укоренения, а также можно укоренять усы земляники. Также можно укоренять еще зеленые отводки, тоже хорошо получается. Проверила, у меня прекрасный результат, виноград получился, поэтому используйте тоже вот этот вариант. Ну а уже 15 июля черенки уже нельзя будет, но только утром черенки нарезаем с 0 часов до 7 часов утра укореняем. Позже уже плохое укоренение проверено. Да, какие-то укоренятся, но с них хороших растений, здоровых, таких серьезных, коренастых не получите, увы. Вот такой результат дает вот этот знак весы. Итак, по саду мы разобрались только черенки, только укоренение, отводки и укоренение усов земляники. Рассмотрим еще один важный вопрос обработки против болезней и вредителей. В открытом грунте при температуре воздуха менее 30 градусов любые препараты в деве используются. Но если температура выше плюс 30 градусов, тогда уже очень избирательно нужно использовать биопрепараты или же настои трав, настои чеснока, различные настои лекарственных растений. Вот это используйте, оно более эффективно.
А биопрепараты, конечно же, чем позже, тем лучше. Тоже практически все нужно обрабатывать как можно позже, для того, чтобы оно более эффективно сработало, вот эти все наши настои. Вот такие у нас важные дела. Кстати, можно и обрабатывать против вредителей и болезней в знаке весы уже вечером 15 июля. Ну что ж, мы рассмотрели с вами вот этот важный план работ на время Луны в знаке Девы. Это растущая Луна. Время московское, как всегда, с 13 по 15 июля 2021 года. Раиса Горяченко и Александр Волик желают вам удачи, прекрасных растений, прекрасных всходов, красивых цветов. И пусть у вас все будет хорошо. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.